Андрей, ты когда-нибудь думал о своих сожалениях? Честно говоря, да, Марина, у меня есть пара сожалений. Мне иногда кажется, что я упустила много возможностей. Например, какие возможности ты имеешь в виду? Я всегда мечтала жить в Санкт-Петербурге. Но я так и не переехала туда после института. Да, переезд — это сложно, я понимаю тебя. А сейчас ты бы хотела попробовать снова? Возможно, но теперь у меня здесь работа и друзья. Я тоже иногда думаю, что выбрал не ту профессию. Ты же инженер, верно? Ты не любишь свою работу? Она хорошая, но мне всегда нравилась музыка. О, я не знала. Ты умеешь играть на инструменте? Я немного умею играть на гитаре и пою дома. Почему ты не решил стать музыкантом? Родители хотели, чтобы я стал инженером. У меня похожая история. Родные хотели, чтобы я осталась здесь. Иногда мне кажется, что я живу не своей жизнью. Так часто бывает. Главное — не жалеть о прошлом. Да, но иногда сложно не думать об этом. Я думаю, что у каждого есть свои сожаления. Важнее, что мы делаем сейчас, правда? Ты прав. Сегодня мы можем изменить что-то небольшое. Например, попробовать новое хобби или познакомиться с новыми людьми. Точно. Я вот сейчас больше играю музыку для себя. А я записалась на уроки рисования. Правда? Это отлично. Как тебе нравится? Очень. Сначала боялась, но теперь мне весело. Вот видишь, никогда не поздно начать что-то новое. Спасибо за разговор, Андрей. Мне стало легче. И тебе спасибо, Марина. Всегда рад поговорить. Давай чаще встречаться и поддерживать друг друга. Договорились, вместе легче справляться с сожалениями. Иван, посмотри, сколько у меня приложений на телефоне. Марина, ты действительно так много скачала? Да, почти 20, но половину из них я не открываю. У меня то же самое. Некоторые просто занимают место. Вот, например, это приложение для погоды в Сочи. Я ни разу туда не ездила. А у меня есть калькулятор калорий, но я им не пользуюсь. Я думаю, некоторые приложения я скачала по совету друзей. Да, иногда хочется попробовать что-то новое. А потом приложения забываются и остаются навсегда. Вот этот переводчик, у нас же есть уже Яндекс переводчик. Согласна. А еще у меня 3 приложения для заметок. Зачем так много? Разве одного не хватает? Я сама не знаю, просто все советуют разные. Я недавно удалил игру с котом. Скучная оказалась. Я тоже удалю пару игр, все равно не играю. А какие приложения тебе нужны каждый день? Я всегда пользуюсь мессенджером и картами. У меня тоже. Еще часто смотрю новости. Зачем тебе 3 приложения про спорт? Я думал, что буду заниматься спортом, но не получается. Может, пора устроить чистку телефона? Давай сделаем это вместе сейчас. Сначала удалю приложение про рецепты, я все равно не готовлю. И приложение с анимированными стикерами. Я удалю старое такси-приложение, пользуюсь другим. И у меня похожая ситуация. Столько дублирующих приложений. Теперь в телефоне стало больше места. Так приятно видеть меньше иконок на экране. Спасибо тебе, Ваня, что подсказал такую идею. Пожалуйста, Марина, теперь все стало проще. Может, потом посмотрим интересное кино на телефоне?
Отличная идея, только без новых приложений. Доброе утро, Катя. Ты выглядишь усталой. Да, Саша, я сегодня совсем без сил. Я тоже чувствую себя уставшим. Трудная неделя. Хочется просто спать весь день и ничего не делать. Ты спала плохо ночью. Да, я просыпалась несколько раз, сны были странными. Я тоже плохо спал. Все думаю о работе. Наверное, мы слишком много работаем. Может быть. Давай выпьем еще кофе. Спасибо, уже лучше. Кофе помогает немного проснуться. Но иногда кофе не спасает от усталости. Ты прав. Лучше всего помогает отдых и сон. А ты часто отдыхаешь? Редко. Вечером я обычно убираю и готовлю. Я по вечерам смотрю телевизор, но все равно устаю. Может, нам нужно больше гулять на свежем воздухе? Хорошая идея. Вчера я видел, как дети играли во дворе. Я давно не гуляла. Все время дома или на работе. Я тоже редко гуляю, особенно зимой в Москве. Зима очень длинная и холодная, солнца мало. И поэтому меньше энергии. Я это тоже чувствую. Саша, ты ешь нормально? Может, не хватает витаминов? Наверное, нужно есть больше фруктов и овощей. Я тоже хочу попробовать пить больше воды. Говорят, вода тоже помогает быть бодрее. А может, стоит попробовать делать зарядку утром? Я никогда не делал зарядку, но хочу начать. Давай попробуем вместе. Так веселее. Хорошо? А сейчас давай просто поболтаем за чашкой кофе. Договорились. Иногда беседа – лучший отдых. Спасибо, Катя. С тобой уже стало легче. И мне тоже, Саша. Дружба – это важно. Привет, Миша. Как у тебя дела сегодня? Привет, Анна. У меня все хорошо, спасибо. Сегодня такая хорошая погода в парке. Да, мне нравится гулять здесь весной. А что делает тебя счастливым, Миша? Я люблю встречаться с друзьями и гулять на свежем воздухе. Еще мне нравится слушать музыку в парке. Какую музыку ты обычно слушаешь? Я часто слушаю джаз или русский рок. Здорово. Музыка тоже дарит мне радость. Меня делает счастливой любимая работа. Ты работаешь в школе, да? Да, я учительница. Мне нравится учить детей. Когда дети улыбаются, я тоже улыбаюсь. Очень приятно это слышать. У тебя доброе сердце. А что еще приносит тебе счастье? Я люблю читать книги по вечерам. Особенно романы и рассказы о любви. Понятно. Я тоже люблю читать, но больше детективы. Иногда я здесь в парке читаю книги на скамейке. Это отличная идея. Здесь так спокойно и зелено. Мне нравится запах свежей травы и цветов. А мне нравится слушать, как поют птицы. Когда поют птицы, я забываю о проблемах. Природа помогает чувствовать себя лучше. А еще мне нравится пить вкусный кофе утром. Я тоже люблю кофе. Мы можем как-нибудь выпить вместе. С удовольствием. Это принесет нам радость. Анна, ты знаешь, что еще меня радует? Когда я вижу счастливых людей вокруг. Улыбки и смех – это лучшая музыка для души. Согласен. Давай почаще встречаться и радоваться жизни. Здравствуйте, Иван. Как вам наш новый интерьер? Здравствуйте, Анна. Я не совсем уверен насчет цвета стен.
Вам не нравится голубой цвет? Он для меня слишком яркий. Может, сделать светлее? Я думала, голубой добавит свежести комнате. Свежо, конечно, но мне больше нравится теплый оттенок. Понимаю. Вы предпочитаете бежевый или кремовый? Да, бежевый мне по душе. Он спокойнее. А как насчет новых штор? Они вам нравятся? Шторы красивые, но я бы предпочел другой узор. Какой узор вам ближе? Полоски или что-то простое? Лучше что-то простое, без рисунков. Простые бежевые шторы? Да, это будет отлично смотреться. Что вы думаете о ковре на полу? Ковер мягкий, мне он нравится. Цвет хороший. Спасибо. А диван удобен для вас? Да, диван очень удобный, цвет тоже приятный. Я рада, что диван вам понравился. Можно поменять только стены и шторы. Это хороший вариант. А как насчет полок? Полки можно оставить, или вы хотите другие? Эти полки удобные, оставим их. Тогда решим со стенами и шторами. Вы согласны? Да, это отличный план. Я могу показать образцы бежевого цвета. Покажите, пожалуйста. Мне интересно выбрать сам. Конечно, вот разные оттенки бежевого. Мне нравится вот этот светло-бежевый. Отличный выбор, и с такими шторами будет уютно. Спасибо, Анна. Мне все больше нравится здесь. Рада помочь вам создать комфортный дом. Привет, Игорь! Ты уже начал работать над отчетом? Привет, Оля. Нет, пока не начал. Мне лень сегодня. Мне тоже трудно начать, все откладываю на потом. Иногда кажется, что у меня всегда есть дела поважнее. Да, я тоже так делаю. Сначала смотрю видео, потом работаю. Потом понимаю, что потерял много времени. Я часто проверяю телефон вместо того, чтобы работать. Иногда убираю стол, чтобы не работать. У меня на столе всегда беспорядок из-за этого. Вчера весь день организовал папки, но не написал ни слова. У меня такая же проблема. Документы везде. Кажется, что я занята, но дела не делаю. Почему нам так трудно начать задание, Оля? Наверное, потому что работа не очень интересная. Или боимся сделать ошибку и из-за этого тянем. Иногда думаю, завтра точно все сделаю. Но завтра снова откладываю. Смешно, сколько раз я так себе обещала. Может, нам стоит попробовать таймер поставить? Хорошая идея. Например, работать 25 минут, потом отдых. Это метод помидор. Я слышала о нем. Давай попробуем вместе сегодня. Так будет легче. Давай, мы сможем поддерживать друг друга. Если начну лениться, ты мне напомнишь. И ты меня. А потом устроим небольшой перерыв на чай. Отлично. Сколько минут осталось до следующего перерыва? Только 10. Уже легче работать, когда мы вместе. Согласен. Вдвоем намного веселее бороться с прокрастинацией. Я уже написал пару строк. А ты? Я тоже. Это маленький шаг, но приятно. Когда вместе, кажется, все проще. Давай договоримся. Меньше откладываем, больше делаем. Согласна. Вместе победим прокрастинацию. Наташа, ты хорошо умеешь принимать критику? Саша, иногда мне это трудно. А тебе легко? Не всегда. Иногда я расстраиваюсь, когда меня критикуют. Я тоже. Особенно если это друзья или коллеги.
Я стараюсь слушать внимательно и не злиться сразу. Потом пытаюсь понять, зачем мне это сказали. Я раньше обижалась, теперь стараюсь быть спокойнее. Думаю, что критика может помочь стать лучше. Согласен, можно учиться у других и расти. Иногда критика бывает несправедливой. Что ты делаешь? Я говорю себе, это только мнение другого человека. Иногда спрашиваю, как я могу стать лучше. Ты молодец. Я часто волнуюсь об ошибках. Мои родители всегда говорили: учись на ошибках. Мои тоже так говорили. Это хороший совет. Если человек говорит спокойно, мне легче слушать. Да, тон очень важен. Я стараюсь не спорить сразу. Иногда, если что-то не ясно, я задаю вопросы. Это правильно. Так легче понять замечания. Саша, помнишь, как на работе сделали замечание? Да, было неприятно, но я потом подумал и все понял. Я извинился и попробовал исправиться. Иногда я записываю критику, чтобы не забыть. Потом смотрю, что могу изменить. Я иногда обсуждаю критику с друзьями. Они помогают мне увидеть ситуацию со стороны. Я тоже так делаю. Это хорошо помогает. Думаю, главное быть открытым и спокойным. Да, важно помнить, что никто не идеален. Только так можно стать лучше. Спасибо за разговор, Саша. Было очень полезно. И тебе спасибо, Наташа. Рад поделиться опытом. Здравствуйте. Вы тоже ждете поезд до Санкт-Петербурга? Здравствуйте. Да, я жду поезд номер 725. Я тоже. Говорят, что он задерживается. Да, на табло написано «Задержка на 30 минут». У меня встреча в 2 часа. Я надеялась успеть. Мне тоже нужно быть в городе к обеду. Часто поезда опаздывают. Иногда бывает, особенно зимой. Сейчас лето, так что это странно. Может, на линии идут работы. Надеюсь, что поезд все-таки приедет. Подождем еще немного и узнаем новости. Вы слышали объявление? Что-то сказали по громкой связи. Я плохо расслышал. Вы поняли, что сказали? Похоже, поезд отменили. Так жаль. Вот неудача. Мне нужно подумать, как ехать дальше. Можно узнать про следующий поезд. Хорошая идея. Можно еще поехать автобусом. Автобус есть, но ехать дольше и неудобнее. Да, поезд обычно быстрее и комфортнее. Может, разделим такси? До центра ехать не так далеко. Это вариант. Я как раз тоже еду в центр города. Меня зовут Ирина, кстати. А вас? Очень приятно, Ирина. Меня зовут Алексей. Приятно познакомиться, Алексей. Поездка на такси будет быстрее, чем ждать автобуса. Давайте спросим у других, кто еще в ту же сторону. Может, кто-то тоже хочет поехать вместе с нами. Вот мужчина с багажом, может быть, ему тоже нужно. Я подойду к нему и спрошу. Спасибо, будет хорошо, если нас будет 3. Да, такси будет дешевле, если делить на 3. Несмотря на отмену поезда, день не испорчен. Согласен. Вместе мы найдем выход из ситуации. Юля, ты видела этого продавца на рынке? Да, Ваня, я смотрела на него. Почему ты спрашиваешь? Он попытался продать мне яблоки втрое дороже. Правда? Это нечестно. Я такого не ожидала. Я спросил цену, а он сказал, только для тебя. Странно. Обычно все тут честные.
А потом он взвесил яблоки вместе с мешком. Ты уверен? Я такого никогда не видела здесь. Я заметил весы. Он добавил кило, когда я не смотрел. Как некрасиво с его стороны. Ты ему сказал что-нибудь? Да, я попросил взвесить снова без мешка. Что он ответил? Он стал сердиться, сказал, что я не доверяю ему. А ты объяснил, что просто хочешь честно купить? Конечно, но он начал ругаться. Может, лучше не покупать у него вообще? Наверное, да. Я пойду к другому продавцу. Я согласна. У Людмилы хорошие яблоки и честные цены. Да, я давно покупаю у Людмилы. Она всегда вежливая. Этот мужчина, наверное, новый на рынке. Возможно, никто из местных так не поступает. А еще он дал сливы, которые были немного старые. Какая неудача. Я надеялся купить что-то вкусное. Я тоже. Давай в следующий раз спросим цену заранее. Хорошая идея. И всегда проверять весы. Я думаю, что мы должны рассказать администратору. Да, пусть следят за порядком на рынке. Жаль, что такие продавцы портят настроение. Не переживай, Юля. Остальные тут хорошие люди. Давай купим пирожки у той бабушки справа. Отличная мысль. Я давно не ел домашние пирожки. А я хочу с картошкой. Пойдем вместе. Пойдем, этот рынок все равно замечательный. Здравствуйте. Мне нужна помощь с моим ноутбуком. Здравствуйте. В чем проблема с вашим ноутбуком? Он не включается уже второй день. Понимаю. Вы пробовали заряжать его? Да, я поставила его на зарядку на всю ночь. Было ли что-то необычное перед этим? Нет, ничего странного не было. Может быть, упал или намок? Нет, я всегда аккуратно обращаюсь с техникой. Отлично, это важно. Как ваша модель ноутбука называется? Lenovo ThinkPad. Я купила его в прошлом году. Модель довольно новая. Попробуем подключить к нашей зарядке. Спасибо. Я была бы очень благодарна, если вы поможете. Конечно, посмотрим. Вот, подключаю. Нет реакции. Может, проблема в разъеме питания. Что это значит? Это серьезно? Не волнуйтесь, иногда контакт просто окисляется. А можно ли это быстро починить? Сначала я открою корпус и посмотрю внутри. Вы сейчас это сделаете? Да, пожалуйста, подождите пару минут. Хорошо, я подожду здесь. Вы часто пользуетесь этим ноутбуком. Да, я работаю на нем каждый день. Работаете из дома или в офисе? Я работаю из дома. Я дизайнер из Москвы. О, Москва — красивый город, я был там летом. Да, мне очень нравится жить в Москве. Похоже, здесь немного пыли в разъеме. Может ли это быть причиной проблемы? Да, вполне возможно. Я сейчас все почищу. Спасибо вам большое за вашу работу. Пожалуйста, попробуем включить снова. Вот и все, ноутбук снова работает. Правда? Спасибо огромное. Вы меня очень выручили.